Всем салют! Перед вами уже постоянная рубрика «Мои предсказания на плей-офф КХЛ». Сегодня мы максимально подробно разберем каждую пару 1/4 финала плей-офф КХЛ. Рассмотрим сильные и слабые стороны, игру спецбригад, в какой форме лидеры клубов и многое другое. Усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Пойдем по списку, начиная с запада. Первая пара Динамо Москва Трактор. Предлагаю идти по следующему плану. Статистика регулярного чемпионата, кратко о впечатлениях от клубов в первом раунде плей-офф и статистика плей-офф. Это работа спецбригад, как играют вратари, лидеры и так далее. Статистика в регулярном чемпионате у вас на экране. Динамо. Перед стартом ПО я считал их одними из главных претендентов на кубок, но после серии с Минском у меня закрались определенные сомнения. На фоне минчан, которые на протяжении всей регулярки показывали неутешительную игру, москвичи не смотрелись сильнее. Был действительно равный хоккей. Да, Минск могли к ПО добавить, собраться, но москвичи определенно сдали, так как такой равной серии без этого не получилось бы. Трактор. Они в упорнейшей борьбе прошли Салават. Парни действительно показали, что готовы умирать на площадке за своего тренера, в отличие от тех же игроков Салавата. Хотя, как по мне, львиная доля вины за вылет лежит все-таки на тренерском штабе уфимцев. Трактор просто больше хотел победить, а если бы не индивидуальные действия первого звена уфимцев, все бы закончилось и за 5 игр, а то и меньше. Перейдем к травмам. Кто из игроков не сможет помочь своему клубу во втором раунде? У Трактора в списке травмированных лишь один Андрей Чибисов, который пропускает весь текущий сезон из-за тяжелой травмы, полученной еще на старте чемпионата. У Динамо также лазарет, можно сказать, пустой, как работают спецбригады у клубов. Динамо, как и в регулярке, отлично реализует лишнего, хоть и в пятом матче. В отсутствие Гусева этот показатель немного просел, москвичи все же забили 5 шайб за 19 попыток. Это лучший показатель в лиге. Трактор, как бы это не было смешно, напротив, худший в лиге по большинству. Одна шайба в 19 попытках. В меньшинстве ситуация более равная, но все равно Трактор значительно хуже. Челябинцы пропустили 5 шайб в 22 попытках, а у москвичей 3 пропущенных в 19 попытках. Это 84% нейтрализации. Лидеры у Динамо все те же, что и перед ПО. Это легионер Бреннан Мэннелл с 6 очками в 6 матчах и Седрик Пакет. У него 5 очков в тех же 6 матчах. А также 3 наших парня. Это Никита Гусев, Дмитрий Ярошевский и Артем Ильенко. Да и у Трактора ничего не поменялось, лидеры все те же. Невероятный Максим Шабанов с 5 очками является лучшим бомбардиром Трактора в плей-офф. Также можно еще сказать про Антона Брудасова. У него сейчас всего 3 очка, но мы знаем, как он умеет играть в плей-офф, насколько это опытный боец. В первую очередь именно от этих парней стоит ожидать угроз. Теперь пройдемся по вратарской бригаде. Моторыгин и Коновалов на удивление провели, можно сказать, равное количество времени на площадке. Перед ПО я думал, что основным будет все-таки воспитанник ярославского хоккея. У Максима 92% отраженных бросков, а пропускает он в среднем 2,34 шайбы за матч. У Ильи статистика поприятнее, в среднем он пропускает 1,5 шайбы за матч и отражает 94,5% бросков. Теперь Трактор, тут все проще, все 6 матчей в рамке ворот провел Зак Фукале. Канадец не только отличный вратарь, но и духовный лидер команды. Он подбадривает партнеров заметно больше своих визави, общается с игроками на поле. Зак отражает невероятные 94,3% бросков, а пропускает в среднем чуть больше 2 шайб за матч. Я считаю, что в этой паре шансы равны, но все-таки сделаю выбор в пользу Трактора. Во-первых, из-за надежного первого номера в рамке ворот, хотя за Динамо говорит работа спецбригад. Очень интересная пара, я лично с нетерпением жду начала этой серии. Но все же 4-3 Трактор. Вторая пара СКА Автомобилист. СКА мне правда очень понравился их хоккей, интересный, острый, в каких-то моментах даже прагматичный. Да, неприятный осадок от этой серии определенно остался в лице некоторых парней. Это Захар Бардаков с довольно говорящей фамилией
Все мы запомнили его провокации в отношении игроков Торпедо, особенно в сторону Кульбакова. Подливал масло в огонь и Василий Глотов. Плюс с главным тренером всплыла история из медиалиги. По-моему, они вообще делают все, чтобы нейтральные болельщики за них не болели. Но все-таки СКА показали сплоченность, что могут действительно биться за своих одноклубников и, на удивление, даже за тренера. Автомобилист довольно уверенно расправился с пенсионерами из Казани, которых давно пора гнать из клуба. Это Кагарлицкий, Радулов, Шипачев и еще человек 5 там наберется. Акбарс даже сложной командой назвать, скорее сборище миллионеров. Поэтому от автомобилиста требовалось просто не провалиться по физике и не косячить в обороне, что они и сделали. Если что, я никак этими словами не пытаюсь принизить заслуги парней с Урала, наоборот, они большие красавчики. Теперь поговорим о травмах. У автомобилиста в лазарете Владимир Кузнецов, который со 2 марта числится в списке травмированных. Играл он неплохо, но заменить, конечно, его есть кем. Сроки возвращения пока неизвестны. У СКА все более печально, но не критично, так как у парней из берегов Невы уж очень длинная скамейка, в определенные периоды она достигала даже 50 человек. Известно, что Педан и Рэндулич точно сыграют во втором раунде. Все мы видели их неприятные травмы в серии с Торпедо, а Алистров и Зинченко тоже не помогут СКА во втором раунде. Всем парням мы обязательно желаем здоровья. Как команды играют в неравных составах. СКА реализовали 4 из 17 попыток большинства, они занимают 4 место в лиге. Автомобилист также забросил 4 шайбы в большинстве, но попыток было чуть больше, 19. В меньшинстве у клубов очень похожая ситуация. Команды по 20 раз оставались в меньшинстве, СКА пропустили 2 шайбы, автомобилист на одну больше, 3. Кстати, СКА еще пропустили 1 шайбу, играя в большинстве. Поговорим о лидерах, сразу скажу, тут без сюрпризов. У СКА это Василий Глотов, Марат Хайрулин, они на двоих набрали 13 очков. Также не будем забывать в нападении про Толчинского и Гальченюка, а в защите про Никишина. Именно они во втором раунде, я думаю, скажут свое слово. У автомобилиста от россиян балом правят Голышев и Широков, один из самых опытных дуэтов КХЛ, который еще не скатился. Также есть очень сильные легионеры, это Мейсик и Волк, набрали по 4 очка в 5 матчах. Но о них вы и без меня все знаете. У автомобилиста первый номер это Евгений Ликин с лучшей статистикой среди всех вратарей первого раунда. Он отражает почти 96% бросков в створ, а пропускает всего 1,22 шайбы за игру. Просто невероятно. Да и в надежности и вратарь СКА сомневаться не приходится. Это Никита Серебряков, у него 93,5% отраженных бросков и всего 1,5 шайбы пропущено за матч. Это также в среднем по плей-офф. Какой прогноз могу дать на эту пару? Очень интересное противостояние, где, по-моему, все-таки СКА кажется сильнее. Думаю, будет упорная серия и все решится в Питере в 7-м матче. 4-3 победа СКА. Третья пара это Авангард Локомотив. Авангард довольно уверенно расправился с Ладой, честно, перед серией думал, что все будет намного легче, но Ладе стоит отдать должное, отлично играли тольяттинцы, показали прессинг и довольно цельную игру. Но по составу, по классу игроков Авангард оказался намного интереснее и мощнее, ну что неудивительно. Локомотив довольно уверенно разобрался с ЦСКА, это настоящая команда, единый костяк, но я не мог подумать, что эта серия закончится 4-1. У ЦСКА все-таки чемпионский характер, но и с этим ярославцы справились, за что им отдельный респект. ЦСКА 5 лет подряд играли в финале Кубка, не считая коронавирусный плей-офф, и Локомотив смог закончить такую выдающуюся серию. Что по травмированным игрокам? У Авангарда Амбросимов и Телегин пропускают плей-офф, новых травм, к счастью, никто не получил. Вся основа в строю. У Локомотива все вообще шикарно, травм основных игроков вообще нет. Как работают у клубов спецбригады? В большинстве Авангард третья команда лиги, у них 5 заброшенных шайб при 21 попытке. У Ярославля забито чуть меньше, это 4 шайбы, но и попыток было всего 15. Поэтому по проценту реализации у них все поярче. В меньшинстве Авангард играет получше. Всего 1 пропущенная шайба при 14 попытках у соперника. У Локомотива 2 пропущенных при 12 попытках.
Лидеры клубов это Рид Буше, Владимир Ткачев у Авангарда. Лада всю серию максимально плотно и жестко действовала против главных звезд Авангарда, стараясь им буквально не дать спокойно дышать, прессингуя бортов, применяя тактику мелкого фола, но Буше и Ткачев снова показали свой кубковый характер и стали главными творцами побед ястребов. Буше за 5 матчей забросил 7 шайб, а Ткачев отдал 8 результативных передач. Львиную долю голов лидера мячей организовали в большинстве, но и тут стоит упомянуть, что Авангард изменил рисунок игры первой спецбригады. Буше переместился из круга вбрасывания на пятачок, что стало неприятным сюрпризом для Лады, к которому они за всю серию так и не смогли адаптироваться. Что у Локомотива? Каких-то рекордсменов по набранным очкам нет, как и не было их в регулярном чемпионате. Успех Лока именно в командном взаимодействии, в том, что любой может заменить практически любого. Ну и Никитин ставит довольно оборонительный хоккей, поэтому у лучшего бомбардира ПО всего 4 очка, это Степан Никулин, у него 4 передачи. Теперь перейдем к самому интересному: вратарской линии. У ярославцев все 5 матчей стоял один из лучших вратарей сезона, и этот статус он только подтвердил. Это Данил Исаев. Отражает он 91,3% бросков в створ, а пропускает 2,17 шайбы за игру. Авангард также доверил последний рубеж одному человеку, к которому тоже нет никаких вопросов. Это Павел Хомченко. У Павла вообще одна из лучших статистик среди вратарей первого раунда плей-офф. Это 94,5% отраженных бросков и всего 1,37 шайбы за матч. Лучше только у Евгения Ликина, про которого мы чуть ранее упоминали. В этой серии получается настоящий инь-янь, где на одной площадке будут уживаться два совершенно разных стиля игры. Прагматичный хоккей Никитина и достаточно атакующий, прессингующий хоккей Кравица. Как будто Авангард все-таки за счет опыта и класса исполнителей окажется сильнее, но если эта победа будет достигнута, то она будет в 7-м матче. В общем, 4-3 победа Авангарда. И заключительная пара Металлург-Спартак. Магнитка в первом раунде, честно, вообще не убедила меня. Вот сидел вчера, смотрел 6-й матч и прям чувствовал, что хабаровчане сильнее и как-то заряжены на результат. У меня сейчас есть такое наитие, что чуть ли не любой клуб из других пар легко бы расправился с Магниткой, но сможет ли Спартак? Как и ожидалось, серия Спартака и Северстали получилась результативной и эмоциональной. Команды в среднем забрасывали по 6,6 шайб за матч, однако атака Спартака работала куда эффективнее нападения череповчан. У москвичей забивали не только лидеры, но и игроки нижних звеньев. Результат большинства игр сделали такие работяги, как, например, Беляев из 4-го звена или Рубцов. Кто из лидеров не сыграет в этой увлекательной серии? У Магнитки все в этом плане хорошо, все обоймы в строю и в полной боевой готовности они подходят ко второму раунду. А Спартак же не досчитался лишь своего второго номера в рамке ворот, это Патрика Рыбора. Плюсом, зная в какой форме Николаев, это несколько все-таки неприятно. О Дмитрии мы еще поговорим чуть позднее. Много будет зависеть от работы спецбригад, как в неравных составах играют наши команды. Магнитка забила всего одну шайбу в большинстве, но и попыток было не так много, всего 14. Казалось, что хуже не может быть, но у Спартака также одна шайба, но уже при 19 попытках. Магнитка в свою очередь почти не удаляется, они предоставили всего 10 попыток сопернику забить в большинстве, хотя и пропустили все-таки одну шайбу. Спартак практически в 2 раза чаще удаляется, и пропустили они 2 шайбы при 18 попытках. Лидеры. У Спартака это в первую очередь Михаил Чайковский. Защитник стал одним из самых важных игроков Спартака в этой серии. Михаил трижды поразил ворота Северстали, причем в 2 случаях. В первом и 4-м матче его шайбы стали для красно-белых победными. Чайковский заработал за серию лучший показатель полезности в Спартаке плюс 6. К тому же он образцово провел серию с точки зрения дисциплины, ни разу не нарушив правила. Воссоединение Ивана Морозова с Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным прошло гладко. В первом раунде плей-офф трио Спартака смотрелось великолепно. Морозов и Голдобин набрали по 5 очков, 2 плюс 3 и 1 плюс 4 соответственно. Порядин добавил в копилку еще 4 балла, 1 плюс 3. На его счету, к слову, первый гол красно-белых в серии.
У Металлурга наконец-то разошелся Гераськин, забросив 3 важнейшие шайбы, но лучшим бомбардиром является Робин Пресс с 2 шайбами и 5 результативными передачами. Да, у Магнитки можно еще много кого выделить. Из молодежи это Силантьев, Гребенкин, Канцеров. Ждем разгона от Вовченко и Юрова. Что там по вратарской бригаде? У Спартака все 5 матчей стоял Николаев, хотя статистика Дмитрия оставляет желать лучшего. Это меньше 90% отраженных бросков и 2,36 пропущенных шайб за матч. Да, у Металлурга... Да, и Металлург не отличается оригинальностью в плане выбора вратарей, но все же выделяется надежностью. Здесь также все матчи отстоял молодой Илья Набоков. Стата у него значительно приятнее, это 93% сейвов и 2,17 пропущенных шайб за матч. Что я могу сказать по этой серии? На первый взгляд она не будет отличаться от Спартака и Северстали, так как у команд стили похожи, но Разин, в отличие от Козырева, все же может подстроиться под соперника, плюсом он обязательно учтет ошибки Северстали и будет к напору москвичей максимально готов. Прогнозирую упорную серию и счет 4-3 в пользу Металлурга. Вот таким получилось видео с моими ожиданиями от второго раунда плей-офф. Вот таким получилось видео с моими ожиданиями от второго раунда плей-офф. Если оно вам понравилось и вы хотите больше подобного контента, то прошу подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий для продвижения этого ролика. Спасибо за просмотр и всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.